Ой, ёпта. МЛАТРА славится порно-пародией от Зона ТВ. Когда вы гуглите робота-подростка, часто подскакивают это видео или кадры из него, и это отстой. Под постами с Дженни в сторонних группах я иногда вижу комментарии людей, которые пишут, что пародия — это официальная серия, что сами авторы сделали эту пародию и что это канон. Хотя, казалось бы, какое отношение имеет эта студия к студии Frederator? Недавно компания Viacom подала иск на Зона ТВ за это видео и присвоила себе монетизацию. Бонусом ко всему обязали их выплатить компенсацию. После этого некоторые стали утверждать, что пародию признали каноном. А кое-кто пошел дальше и выпустил видео про это и ввел в заблуждение очень много людей. Итак, теперь мы разберем, почему вот-вот In The Robot не может быть каноном. Начнем с того, что это видео было сделано после отмены шоу и совершенно другой студии анимации. Нарисовано все ближе к стилю оригинала, поэтому некоторые могут подумать, что это было сделано в студии Frederator, но нет. Зона ТВ — это профессиональная студия со своим штатом аниматоров. Они могут изобразить хоть чего, лишь бы им платили. Это видео ни разу не фанатское и сделано людьми, которые не имеют отношения к фан-сообществу. Я считаю, что фанаты бы сделали его Шелдоном или Брэденом, если уж на то пошло. Чтобы это было каноном, нужно, чтобы как минимум присутствовал кто-то из сценаристов исходного шоу, например, Роб Рензетти. И я имею в виду именно сценаристов, а не аниматоров, звукорежиссеров, уборщиков, охранников. Вспомните «Терминатор. Темные судьбы». Теперь это считается каноном, потому что на съемках присутствовал Джеймс Кэмерон, в то время как 3, 4 и 5 части каноном не являются. То, что они сняли, это уже другой вопрос, но не об этом сейчас. Мне не надо твоего говна! Теперь поговорим об иске. То, что на них подали в суд, не делает это каноном. Я думаю, что причиной иска была реклама на их сайте перед видео. В начале видео есть кусок заставки оригинала, плюс большее количество просмотров. В видео также были использованы вырванные фразы из оригинала. Для Европы и США иски об авторстве — обычное дело. В иностранном сообществе никто на это даже и не обратил внимания. Все это понимают. Приведу небольшую аналогию. Например, я сделал фанатскую игру Stalker на Android и стал ее продавать под названием бренда. Григорович увидел это, подал на меня в суд и присвоил права на эту игру. Станет ли моя игра после этого официальной или каноничной? Нет, блядь. Кстати, с портом на Android «Терней Чернобыля» было примерно то же самое. Как только альфа-версия появилась в Play Market, Григорович пригрозил разработчикам иском, и они все бросили. Поговорим об эффекте пародии. Это видео испортило репутацию шоу. Она сделала фаталити через несколько лет после закрытия МЛАТРА. Возможно, из-за того, что люди ассоциируют Дженни с порывом и не выходит 4-й сезон. Но это только моя догадка. Есть и другие причины. Например, рейтинги. В это же время пародия привлекала новых людей. Некоторые после ее просмотра начинали смотреть сам мультфильм. Такой контент имеет место быть в любом сообществе, и от этого никуда не денешься. Не укатишься, блядь, колобок и тот не укатился. Где-то его больше, где-то его меньше. Эта пародия привлекает многих фанатов в сообществе. Я не раз видел комментарии людей, которые узнали о МЛАТРА благодаря этому видео. Однако не стоит Дженни всю фан-базу связывать с эротикой. Раз уж ты фанат МЛАТРА, то надеюсь, что тебя заинтересует мой проект по игре МЛАТР. Проектами занимаюсь около 3 месяцев, и игра активно обновляется. На моем канале есть видео о моем проекте. Каждую неделю я выкладываю туда свои видео. Задавай свои вопросы в комментариях под моими видео и следи за моей игрой вместе с другими. Текст читал Сергей. Спасибо за просмотр. Сейчас наша армия ориентируется именно на этих офицеров. Все, что ли? Да.